Уважаемые читатели, 11 апреля во всем мире отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Наша библиотека не могла остаться в стороне от этого памятного события, и сегодня мы предлагаем вашему вниманию ряд книг о людях, на чью долю выпали тяжелые испытания, о силе духа и силе любви, о надежде, которая помогала выжить в этих нечеловеческих условиях. Первая книга, с которой я хочу вас познакомить, это роман австралийской писательницы Хезер Моррис «Татуировщик из Освенцима». Роман основан на реальных событиях из жизни еврея Лале Соколова, попавшего в 1942 году в Освенцим. Основная работа Лале – нанесение номеров на руки заключенных. В лагере Лале знакомится с Гитой, влюбляется в нее и как может помогает ей выжить в страшных условиях. Читая книгу, поражаешься тому, что люди не ожесточились, они продолжают любить, сострадать, помогать ближнему. Книга «Пианист» – мемуары известного польского пианиста и композитора Владислава Шпильмана. Это рассказ о еврейском музыканте, который безуспешно пытался спасти свою семью, сопротивлялся нацистам и сумел выжить в чудовищных обстоятельствах во время Великой Отечественной войны. Помощь немецкого офицера, большого ценителя настоящей музыки, в последний момент помогла спасти жизнь композитору. Эта книга послужила основой знаменитому фильму, поставленному Романом Полански. В 2002 году фильм «Пианист» был удостоен золотой пальмовой ветви. В 2016 году вышла первая книга современного австралийского писателя Лиама Пайпера «Кукольник». Аркадий Кулаков, русский узник Освенцима, стал свидетелем чудовищных преступлений доктора Менгеля. Ради того, чтобы как-то утешить обреченных детей в его бараке-больнице, Аркадий вырежет украденным скальпелем свою первую куклу и сделает роковой выбор. Все, чему он был свидетелем долгие годы, было похоронено в его памяти. Какие загадки прошлого продолжают преследовать его семью? И кто он на самом деле? Об этом вы узнаете, прочитав этот интересный роман. Хочу представить один из самых ярких романов американской писательницы Афинити Коннор «Чужекровка». Осенью 1944 года 12-летние сестры-близнецы Перль и Стася вместе с матерью и дедом попадают в Освенцим, где становятся объектом для изучения и опытов у доктора Менгеля. Девочки провели в лагере осень и долгую зиму. Смогут ли они дожить до освобождения? Прочитайте роман «Чужекровка», он расскажет вам об этом. Еще одна книга, о которой я хочу рассказать, книга «Девушки-сирени». Это книга о любви, стойкости и милосердии, о том, как выжить в нечеловеческих условиях и остаться человеком. Вдохновленная судьбой реальной героини Второй мировой войны, Марта Холл Келли в своем дебютном романе рассказывает историю любви и духовного перерождения и открывает нам тайны, которые хранились десятки лет. Роман относится к категории произведений, разрушающих каноны и пересматривающих историю свежим женским глазом. Это умная проза, которая заставляет думать, помимо того, что она отлично читается. Марта Холл Келли дает возможность читателю увидеть своими глазами самые роковые моменты истории. Тема концлагерей не слишком популярна в литературе. В этой теме столько много боли, что немногие авторы решаются рассказать об одной из самых страшных страниц Второй мировой войны и о людях, которые через нее прошли. Зачем читать такие книги? Чтобы знать, чтобы не дать истории повториться, чтобы помнить. Уважаемые читатели, если вас затронула и заинтересовала эта тема, приглашаем вас. Перечисленные книги имеются в нашей библиотеке.